Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодняшнее занятие будет посвящено света-тени. Это очень важная информация для того, чтобы вы легко могли передавать объем в рисунках. А также мы нарисуем с вами яблоко в технике мазков. Я предлагаю вам зарисовать такую схему-шпаргалку. На самом деле их много в интернете. А пока вы будете рисовать, я немного объясню. Мы пойдем от самого светлого места на объекте к самому темному. Всегда есть источник света, минимум один, как на этой картинке. Первым идет блик. Это самая ближняя к источнику света часть, следовательно, самая светлая и освещенная. Также она почти всегда белая. Далее идет свет. Это основной цвет предмета, но он уже темнее блика. Затем полутон тени. Он темнее основного цвета, так как на нем освещение начинает рассеиваться. Но все же это еще не тень. Обычно это переход между светом и тенью, либо тенью и рефлексом. Тень – это самая темная часть объекта. Затем идет рефлекс. Это свет, который падает на поверхность и отражается на объект. Рефлекс немного светлее тени, но темнее всех остальных участков на объекте. И последнее – это падающая тень. Тень от объекта на поверхности. Давайте попробуем рассмотреть эту схему на небольших примерах.
И вот перед нами три объекта, мы видим, что они все разной формы, свет направлен на них с разных сторон. Так что эта схема, она достаточно такая упрощенная, то есть все равно для каждого отдельного тела нам приходится использовать ее по-разному. Но общая суть все равно остается. Все равно у нас везде есть блик, есть основной цвет, есть полутон, рефлекс тени и падающая тень. Они есть везде. Я просто хотела показать вам, что такую схему можно отработать не только на круглой форме, то есть форм у нас очень много разных. Так что это все очень такие грубые примеры. Все равно мы будем смотреть уже по месту, в зависимости от того, какая у нас будет натура. И теперь предлагаю нарисовать яблоко, используя полученные знания. На всякий случай вставлю схему где-нибудь на экране. Рисовать мы будем мазками. Возьмите любую удобную кисть, желательно не слишком крупную и не слишком маленькую, например, круглую синтетику размера 8 или 9. Я использую желтую, зеленую, белую и черную краски. Карандашом наметьте примерную форму яблока. У нас нет цели нарисовать шедевр, просто отработаем материал. Выберите точку, откуда исходит свет на объект. И начинаем закрашивать наше яблоко, начиная с самых светлых мест. Мазки желательно делать по форме тела. Я наношу светло-желтый цвет, практически белый. Моя камера немного искажает цвета, но дальше я смешала желтую краску с капелькой зеленой, и это будет основной цвет. Добавляем еще немного зеленого и намечаем полутень. Так как источник света у меня справа, то левая часть яблока будет более темной. Не забывайте, что вы можете сглаживать переходы, добавляя мазки более светлого тона поверх темных. Теперь тень. Я взяла просто зеленый цвет для нее. Намечаю полутень и рефлекс. Также постоянно сглаживаю переходы, чтобы не получить слоеное яблоко.
Осталась падающая тень. Для нее уже можно смешать зеленую краску с капелькой черной. Тут меня понесло немного в детали, и я стала местами добавлять тени или же осветлять. Но этот процесс сложно объяснить, он происходит как-то сам собой. Вам же предлагаю добавить еще коричневым цветом палочку. Не забывайте, что у нее также есть тень. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Если остались какие-либо вопросы, то пишите мне в комментарии. Попробуйте позарисовывать разные интересные предметы. Тренируйтесь, и у вас все получится. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм. Не пропустите новые видео. Пока-пока!